Привет, ребят! А вы в курсе, что производная синуса равна косинусу? Я думаю, да, мы это так часто слышим, что сомневаться было бы как-то неловко. А сомневаться стоило бы, ну или во всяком случае стоило бы себя спросить, а почему это правда? Надеюсь, просто табличка из учебника не удовлетворит ваш пытливый ум. И вы хотя бы попытаетесь вспомнить определение производной. Вот оно, кстати, перед вами. Но как с его помощью дифференцирует синус? Ну, давайте посмотрим. Составляют отношение приращения функции к приращению аргумента. И находят соответствующий предел. Но вы сами посмотрите, для этого нужно вычислить предел функции вида синус t делить на t, где t стремится к нулю. В школьном учебнике пишут, что этот предел равен единице и отсылает на 319 страницу. На этой самой странице мы и впрямь видим, что предел равен единичке. Только доказательство строго откладывается до первого курса университета. Давайте-ка не будем откладывать это в долгий ящик и попробуем разобраться с этим здесь и сейчас. Конечно, предварительно вам нужно четкое понимание, что такое предел функции. Кроме этого, нам потребуется теорема о пределе промежуточной функции. Если функция f от x заключена между двумя функциями φ от x и g от x, стремящимся к одному и тому же пределу, то она также стремится к этому пределу. В общем, все понятно. Φ от x и g от x это милиционеры, ну а f от x школьник, который пошел на митинг. А теперь первый замечательный предел. Но сначала тригонометр. Или все-таки предел? А нет, тригонометр. На нем мы отметим точку M, опустим из нее перпендикуляр MA, а также поработаем с прямоугольным треугольником OCB. Все это сейчас перед вами. Если уголочек MOA составляет x радиан, то длина отрезка MA это просто синус x. Длина отрезка OB равна единице, окружность у нас единичная. Значит, CB это просто тангенс x. Так, отлично. Нам нужно доказать то, что предел отношения синуса x к x при x стремящемся к нулю равен единице. Для этого мы рассмотрим предел справа и предел слева. Если они обоюдно окажутся равными единичке, это докажет то, что нужно. Начнем с правого предела. Если мы точку M из первой четверти начнем скатывать к точке B, то волей-неволей площадь сектора MOB окажется больше, чем площадь треугольника MOB, но меньше, чем площадь треугольника COB. Притом заметьте, что площадь треугольника MOB это полупроизведение основания OB на высоту MA, то есть 1/2 синуса x. Площадь сектора MOB мы найдем так. Весь круг единичного радиуса имеет площадь π, а нам нужно только x радиан из всех двух π. Площадь прямоугольного треугольника COB это просто полупроизведение катетов, то есть 1/2 тангенса x. Так, давайте-ка домножим обе части двойного неравенства на 2. Получим то, что синус x меньше, чем x, а x, в свою очередь, меньше, чем синус x делить на косинус x. Теперь все поделим на синус x. Он больше нуля, мы работаем в первой четверти. Получаем новое двойное неравенство, но обратите внимание, если x делить на синус x больше единицы, то синус x делить на x, наоборот, меньше единицы. Та же самая процедура позволяет нам понять то, что дробь синус x на x больше, чем косинус x. Тут-то мы с вами и получили отличный результат. Присмотритесь, предел косинуса x при x, стремящемся к нулю справа, равен единице. То же самое можно сказать о пределе единички. Получается, по теореме о пределе промежуточной функции, наш предел от отношения синуса x к x при x, стремящемся к нулю справа, равен единице. Замечательно, осталось разобраться с левым пределом. Для этого рассмотрим функцию f от x, которая задается отношением синус x к x. Синус функция нечетная, x тоже нечетная, а вот их отношение задает четную функцию. График такой функции будет симметричен относительно оси ординат. И что же все это значит? Да то, что левосторонний предел, как и правосторонний предел, равен единичке. То есть имеет место быть первый замечательный предел. Такие вот, понимаете ли, дела. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!